Процесс ферментации не зря называют искусственным пищеварением. Основная задача такой еды – разнообразить микробиом и, соответственно, нормализовать работу кишечника. Данная внутренняя экосистема имеет огромное значение и влияние на все системы организма. Продукты-пробиотики считаются особенно полезными, так как входящие в их состав микроорганизмы оздоравливают кишечник и все, что с ним связано, вплоть до иммунитета. Ведь известно, что 80% человеческого иммунитета находится именно в кишечнике. Пробиотики напрямую влияют на состояние слизистых оболочек, выработку антител к плохим бактериям и микробам, в том числе к небезызвестной Helicobacter pylori, бактерии, которая вызывает язву желудка. Что значит ферментированный? Ферментация продуктов – процесс, при котором полезные бактерии, содержащиеся в овощах и фруктах, поедают сахар и крахмал, взамен образуя молочную кислоту. Это вещество, с одной стороны, предохраняет их от порчи, с другой – оно обогащает продукты ферментами, витаминами группы В, К, С, омега-3 жирными кислотами и разными видами пробиотиков. Ферментированный продукт можно охарактеризовать как забродивший. Квашение, соление и мочение – так называют процесс ферментации для разных видов овощей и фруктов. При этом принципиальной разницы между ними нет. Капусту принято квасить, огурцы и помидоры солить, а яблоки мочить. Стоит заметить, что в отличие от мочения и квашения, соление требует стороннего консерванта. Им, как следует из названия, является соль. Пользы ферментированных продуктов. Первое. Ферментированные продукты отличаются от свежих составом. В процессе ферментации они приобретают дополнительные полезные свойства. Второе. Ферментированные продукты улучшают пищеварение, особенно если начинать с них прием пищи. Третье. Это лучшая поддержка иммунитета. Четвертое. Даже небольшая порция квашеной капусты или другая еда из ферментированных продуктов обогащают организм витаминами группы В, омега-3 жирными кислотами, пищеварительными энзимами. Все они тормозят воспалительные процессы и старение организма. Пятое. Одно из мощных преимуществ ферментированных блюд – они приучают желудок максимально усваивать необходимые витамины, минералы и другие полезные вещества из поступающей пищи. Шестое. Пробиотики обеспечивают стабильный метаболизм, комфортное переваривание и регулярную поставку питательных веществ. Есть исследования, доказавшие, что пробиотики из сброженных продуктов удерживают в норме давление и холестерин. Все это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Седьмое. Серотонин. Гормон, от которого зависит наше самочувствие и который регулирует тягу к сладкому, вырабатывается в кишечнике. Таким образом, здоровая микрофлора гарантирует не только хорошее пищеварение, но и хорошее настроение и стройность. Восьмое. Полезные бактерии, пробиотики и пребиотики, содержащиеся в ферментированной еде, являются одним из самых сильных средств очищения организма от огромного спектра токсинов и тяжелых металлов. Девятое. Ферментированные продукты помогают снижать вес. Все дело в том, что вы можете питаться только здоровой едой, но если ваш пищеварительный тракт работает неправильно, то тело не почувствует пользы этих продуктов. Именно поэтому важно не просто время от времени включать в свой рацион ферментированные продукты, а сделать их частью своего обычного питания. Десятое. В отличие от большинства суперфудов, ферментированные продукты невероятно дешевы, что немаловажно. Какие продукты можно ферментировать? Два традиционных овоща для ферментации – белокочанная капуста и огурцы. Однако практически из любых овощей и фруктов можно приготовить вкуснейший ферментированный продукт. Возьмите на заметку другие виды капусты – цветную и брокколи, морковь, свеклу и баклажаны, помидоры, тыкву и патиссоны, лук и чеснок, листовую зелень, шпинат,
сельдерей, оливки, болгарский перец, яблоки, лимоны, имбирь и грибы. А еще свежие и сушеные травы – можжевельник, зерна горчицы, укропа, тмина – все это идеально подойдет для ферментации. На экране вы видите список наиболее известных ферментированных продуктов. Первое. Квашеная капуста, помидоры, свекла, морковь, чеснок, малосольные огурцы и другие овощи. Второе. Квасы из овощей и фруктов. Третье. Кисломолочные продукты. Четвертое. Натуральный уксус. Пятое. Соевый соус. Как включить ферментированные продукты в свой рацион? Наибольшую пользу принесет диета с разнообразными пробиотическими продуктами. Лучше всего есть те ферментированные продукты, которые традиционно готовились в вашей семье, в вашей культуре, там, где вы живете. А вводить новые продукты нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма. Добавляйте к завтраку пару ложек квашеной капусты. На следующий день съешьте йогурт с ягодами и орехами. Пейте небольшими порциями камбучу и так далее. То есть лучше кушать разнообразные ферментированные продукты регулярно, но понемногу, чем много чего-то одного и редко. Всем ли полезны ферментированные продукты? Есть ли противопоказания? Тем, кто страдает синдромом избыточного роста бактерий и дрожжей, у кого частый метеоризм, непереносимость гистамина, кто на антикандидном протоколе, нужно аккуратно вводить в рацион ферментированные продукты, тщательно отслеживая реакцию своего организма на них. В целом же ферментированные продукты полезны всем. Итак, ферментация – это, грубо говоря, процесс брожения. Если говорить более научным языком, то это можно назвать приготовлением продуктов с участием ферментов, пробиотиков и полезных бактерий, ускоряющих биохимические процессы в нашем организме. Под воздействием полезных бактерий в продуктах выделяется молочная кислота, которая нейтрализует вредные вещества и способствует улучшению процесса пищеварения. Если вам интересно, как правильно ферментировать продукты в домашних условиях, рекомендуем посмотреть наши видео с подробным описанием технологии ферментирования. Ссылки на видео вы найдете на экране монитора и в описании под этим видео. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.